Друзья, я вас приветствую на своем канале «Свет знаний». Меня зовут Любовь. И я хочу вам сейчас рассказать об одной ситуации, где Вселенная очень наглядно показала о том, как она восстанавливает равновесие. Мы очень часто говорим о том, что все в мире стремится к равновесию, что важно соблюдать энергобаланс, да, чтобы был такой здоровый энергообмен, но, как правило, это все остается на уровне такого пустого звука, да, уже опять каких-то шаблонных заученных фраз, под которыми нет сути. Так вот, я вам сейчас прям расскажу этот пример, и вы поймете, насколько то есть это очень классный обучающий процесс, очень классный пример, чтобы вы просто еще раз убедились и поверили в то, что хотите вы этого или нет, это равновесие, оно восстанавливается помимо вас. И именно тогда, когда у нас что-то забирают, да, когда нам что-то не додают, это и есть возврат того избыточного потенциала, это наше отсутствие, это наша невнимательность, неосознанность, это то, что мы кому-то где-то задолжали, и мы можем это даже не понимать. Пример очень простой. Я пришла в магазинчик вот сюда, в продуктовый, купить там себе продуктов, и получилось так, что мне хозяйка, когда сдавала сдачу, да, у нее не было таких денег мелких, и она мне простила 10 рупий. Как бы принято плюс-минус 10 рупий, 15-20 – это не проблема, то есть на это внимание никто даже не обращает. Я, естественно, к этому спокойно отнеслась, то есть я, по сути, Вселенной, мало того, что мне уже что-то дали, я получила свое, мне уже за это нужно быть благодарной, мне дали сверх, да, с меня не взяли, получается, 10 рупий. Такой получился избыточный потенциал. И буквально через час я, когда пошла обедать и рассчитывалась в кафе, хозяйка кафе тоже, когда стала мне сдавать сдачу, у нее не оказалось сдачи мелкой, и она мне не досдала 10 рупий, и я на автомате говорю, не проблема, то есть, все отлично, спасибо большое, там, да, и стала выходить. И вот когда я уже выходила, я увидела, насколько все гармонично, и насколько во Вселенной все разумно. То есть там я получила больше, и здесь я, по сути, вернула вот эту энергию, вот этот избыточный потенциал. Все. И весы встали в такую как бы нейтральную позицию. Я не должна, мне не должны. Это называется полноценный здоровый энергообмен, баланс, вот тот самый пресловутый, да, вот то самое равновесие. И это было настолько красиво. Мне просто очень часто в посланиях, и высшие силы, они говорят о неблагодарности людей, о неблагодарности человека. Поэтому еще раз хочу вот этой ситуации вам показать эту красоту мироздания, что, во-первых, мы должны быть благодарны за все, что мир нам дает. Мы пошли в магазин, купили, мы благодарны. Если мы получили что-то с избытком, это не только нам, значит, где-то с нас возьмут. Но ведь смотрите, если бы я не находилась тоже в позиции определенной осознанной, да, я бы могла сопротивляться. Там, нет, я хочу получить свою сдачу, да, нет, я подожду, пока вы разменяете, а давайте я там схожу сама поменяю. То есть ведь такое же часто бывает. И в жизни эти примеры ведь не такие явные, они не настолько явны, и нам нужно их учиться видеть. Например, вы думаете, что это вы вкладываете в своего ребенка любовь, а на самом деле он вам дает массу позитивных эмоций, да, и ту самую мотивацию, там, зарабатывать деньги, ту самую энергию, да, как-то развиваться, что-то там покупать. А вы ему не даете любви, и вам кажется, что это вы в него делаете вклад больше, а на самом деле это он вам дает эту энергию и делает в вас вклад, да, но вы можете это не заметить. Или супруг не дает внимания своей супруге, да, она для него и это, и дом уютный, да, и готовит, и там 33 роли выполняет, а он ей эту любовь не отдает. И, например, у него на работе
возникают ситуации, когда к нему там плохо относятся коллеги, когда он начинает недополучать денег, да, когда бизнес начинает страдать. То есть мы думаем, что проблема в бизнесе, проблема там в людях, проблема в коллегах, проблема в ком-то еще, в детях, в родителях, проблема в нас. Мы не вернули долги. Где-то с нас Вселенная начала спрашивать, потому что мы получили больше, чем мы вернули в этот мир, да, через разных людей, через разные ситуации. А мы сопротивляемся. Мы считаем, что нет, нам должны. А мы не видели, как, например, от этого человека к нам текла любовь ручейком, как от этого человека текла забота, как от этого человека текла мудрость, как здесь нам Вселенная подкинула какую-то очень хорошую возможность. Как здесь мы вдруг там как-то поправили свое здоровье, хотя мы думали, что оно там, да, перейдет в какую-то фазу кризисную. То есть мы не видим огромное количество ситуаций, где нам Вселенная не просто там дала, а дала сверх, да, когда нам люди отдали свою энергию, свое время, свой ресурс, да, свой кусочек жизни, да, свою мудрость, вот как сейчас я вам даю, да, свой опыт, свою мудрость, свое время, свою энергию любви, да, но люди, они это воспринимают как нечто должное, вы остались должны, вы будете должны Вселенной, с вас возьмут. Как возьмут? Как возьмут? Как возьмут, это вопрос уже другой. Могут временем, могут ухудшением отношений, да, со стороны ваших родных, близких, как я сказала, коллег, по-разному. Могут какой-то мелочью, да, там, где, например, вас в магазине обсчитают. Не надо считать, что Вселенная, она такая глупая, да, мир глупый. Еще раз говорю, осознавайте и видите вот такие ситуации, в которых вы больше выбираете, вы остаетесь неблагодарным, и, соответственно, создается избыточный потенциал. То есть вы имеете задолженность перед этим миром. Да, поэтому в малом и в большом с вас это будут брать. А чем больше вы будете сопротивляться, да, то есть еще больше избыточный потенциал создавать, тем, скажем так, уроки, они будут более сложными, да, то есть вы сопротивляетесь, вы не хотите это возвращать, любовь своим родителям, да, на которых там куча обиженных ходят до сих пор, да, или там партнерам, значит, уроки будут все более и более такими отрезвляющими. Вот так. Поэтому вот на таком простом примере, ну, их очень много у меня, таких интересных, потому что я на них должна объяснять вам. И они очень наглядные, чтобы люди учились быть благодарными и себе, и другим абсолютно за все. И не быть жадинами. Я уже писала как-то даже в своем канале, когда ты выкладываешь действительно сакральную информацию, ценные знания, ты делишься опытом долгое время, ты делишься творчеством, насколько, вот поймите, насколько вы жадны по отношению к себе самим, да, вот насколько сложно людям поставить даже какую-то реакцию, которая нужна по большому счету не для меня, например, или для других там специалистов, да, учителей, а для них самих. Это ведь ваша жадность по отношению к вам самим. Вот я захожу, например, на Facebook, да, и там я смотрю картины, я очень люблю творчество, я смотрю художники-любители. Вот я восхищаюсь, я обязательно ставлю свою реакцию, пишу какой-то комментарий. Я их не знаю, но я хочу их поддержать в их творчестве, потому что я понимаю, насколько это непросто и насколько им важно быть тоже понятыми, оцененными по достоинству. И уж точно для меня это в 1000 раз интереснее и красивее, чем то, что создает искусственный интеллект. Но если мы посмотрим реакции, да, там какие-то картинки ИИ, которые делают, там 1000 лайков и просмотров, а то, что делают люди, через собственное усердие, через, опять же, раскрытие, как я сказала, творческого потенциала, настолько вот сложно это сделать. Вы поймите, насколько люди, это, опять же, признак того, насколько человек не любит себя, насколько он не готов увидеть в себе вот тоже вот эти творческие задатки, да, и таланты, и ему поэтому очень сложно признать это в других людях. Но, ребят, пора исправляться. То есть мы тут даже уже несколько тем зацепили, но они все взаимосвязаны. Да? Это благодарность, это творчество, это равновесие, это баланс. Поэтому
энергообмен здоровый, полноценный, да, это отсутствие вот этой самой жадности, которая еще и связана там с завистью и так далее и тому подобное, то есть с закрытой разрешительной системой. Вот у нас сразу такой клубок комплексов и сформировался, да. Начали, как говорится, с просто равновесия, а закончили огромным количеством наших скрытых, ну, таких теневых сторон. Про равновесие подумайте, поделитесь своим мнением. Может быть, вы тоже наблюдали в своей жизни, как это работает у вас. Будет очень интересно тоже посмотреть на другие примеры. Но это не только мне, это всем нам, чтобы люди учились включать осознанность, учились видеть и понимать, откуда, почему здесь недополучили, почему нет внимания близких, почему здесь еще чего-то не додали, не хватает. Ну, видимо, где-то задолжали. Поэтому вот так. Хорошего дня и увидимся уже скоро. Обязательно смотрите другие видео. Я сейчас выкладываю короткие тоже видео, ролики на тему духовного развития, духовные послания, которые, конечно же, содержат очень ценную сакральную информацию, необходимую для раскрытия духовного потенциала.